Каждое лето ЖКХ преподносит большинству из нас ежегодный подарок – плановое отключение горячей воды. Любого нормального человека выбесит все эти тазики с подогреваемой водой и мытье из кружки в холодной ванной. Многие хотели бы установить на этот период проточный водонагреватель, но ошибочно полагают, что для этого нужно переделать всю ванну, либо же продумать заранее на этапе ремонта санузла. Это не так. В этой видеоинструкции я покажу вам, как подключить проточный водонагреватель, не просверлив при этом ни одной дырки, не протянув ни одной розетки и не разрезав ни одной трубы. Решение, разумеется, будет временным. Но ему и не нужно быть вечным, ведь горячей воды не будет всего пару недель, после чего мы просто уберем нагреватель до следующего отключения и все. Итак, начнем с выбора проточного водонагревателя. Хотя тут, в общем-то, нечего выбирать. Проточный водонагреватель – очень примитивный прибор. Поэтому большинство даже именитых производителей просто клеит свои лейблы на уже готовые устройства производства Китая. Поэтому выбирайте, какой больше понравится. Не бойтесь брать устройство с никому неизвестным именем. Название на нагреве воды никак не сказывается, зато не будете переплачивать за никому ненужные свистелки, коими напичканы брендовые нагреватели. Сам нагреватель состоит из корпуса, кнопки включения, входного отверстия для холодной воды, выходного отверстия для горячей воды, к которому подключен шланг с душем на конце. Крайне важно использовать именно ту душевую насадку, которая поставлялась в комплекте с нагревателем. Дело в том, что у обычной душевой насадки слишком уж много больших отверстий, в то время как у штатного душа их совсем чуть-чуть, и они расположены по центру. Проточный водонагреватель не котельная, это бытовой прибор, и он не в состоянии дать столько же теплой воды, сколько дает теплоцентраль. Тем не менее, потока из комплектной насадки вполне достаточно для того, чтобы комфортно помыться и навсегда забыть про ведра на плите. Большинство негативных отзывов о проточных водонагревателях, мол, не струя, а пись-пись младенца, поступают как раз от людей, подключивших обычную душевую насадку. С обратной стороны прибора расположено отверстие, куда можно подключить провод для электропитания устройства. Провод держится на обычном клеммнике, который зажимается обычной отверткой. Сам же кабель в комплекте не идет. Вам придется приобрести самостоятельно нужное количество кабеля. Учитывая мощность прибора, вам понадобится кабель сечением не менее 2,5 квадратных сантиметров. Кстати говоря, за мощностью гнаться не стоит. 3-киловаттный проточный водонагреватель работает ничуть не хуже своего более прожорливого 5-киловаттного собрата. Что касается электрокабеля, лучше всего выбрать одножильный кабель, а не многожильный. У многожильного кабеля каждый провод состоит из множества проводков, и хотя это заметно сокращает его толщину при той же площади поверхности, концы такого кабеля требуют дополнительной пайки или обжима перед установкой, в то время как одножильный кабель достаточно просто зачистить. Кроме того, многожильный кабель гибкий и не держит форму, в то время как одножильный можно согнуть, что позволяет положить его более аккуратно. Так что вам нужен кабель сечением 2,5 квадратных сантиметра, состоящий из 3 одножильных проводов – фаза, ноль и земля. Кабель выбирайте только медный, ни в коем случае не алюминиевый. Метраж покупайте с запасом, чтобы точно хватило до розетки, а на конце смонтируйте вилку, обязательно с боковым заземляющим контактом. Вилки бывают разные по форме и конструкции, но все они также легко монтируются обычной отверткой, ничего паять не нужно. А до какой же розетки тянуть кабель? Розетка должна быть рассчитана на ток до 16 ампер и иметь заземление. Где же ее взять? Скорее всего, она у вас уже есть. Именно такие розетки ставят для стиральных машин. Но учитывая, что установку стиральных машин кто только не осуществляет, стоит заглянуть в щиток и убедиться, что розетка идет отдельной линией, подключена к отдельному автомату, а также правильно заземлена. Ни в коем случае не зануляйте заземляющий контакт и не заземляйтесь на трубы и арматуру. Это может иметь очень плачевные последствия. Также очень неплохо, чтобы в щитке было УЗО. Именно это устройство обеспечивает максимальный на сегодняшний день уровень электрической безопасности. Следующий важный момент – расположение водонагревателя. Требований тут два. Прибор желательно располагать выше головы моющегося и обязательно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Но уродовать плитку ради 2 недель мы не будем. Для начала приделаем к водонагревателю вот такие провода. Теперь найдем место, куда его повесить. Вот эта полочка вполне подойдет. Закрепляем водонагреватель с помощью проволоки.
Теперь подключаем воду. Для этого берем наш обычный душ и откручиваем от него насадку. И тянем этот же шланг к водонагревателю, прикручивая его к трубе с надписью «Вход». Включаем прибор в розетку от стиральной машинки и готово. Все, можно мыться. Как видите, не просверлили ни одной дырки, не нарезали ни одной резьбы и не тянули новых розеток. Пару слов о правильной эксплуатации прибора. Тут нужно уяснить одну простую вещь. Внутри проточного водонагревателя установлен своеобразный котел, внутри которого холодная вода течет вокруг обычного тена, той самой нагревательной спирали, которую можно увидеть на дне электрических чайников и в рекламе бесполезных средств от накипи для стиральных машинок. Во время работы тен должен быть постоянно скрыт водой. Если спираль или какая-то ее часть окажется выше уровня воды, то она быстро перегреется и прогорит, что выведет прибор из строя. Что бы там ни говорила реклама о дорогостоящем ремонте, на самом деле тен стоит копейки и заменить его довольно просто. Но еще проще не доводить нагреватель до поломки. Итак, чтобы воспользоваться проточным водонагревателем, сначала переключите кран в положение душ. Кстати, если вы все время забываете переключать душ обратно, и вода то и дело окатывает с ног до головы вас и членов вашей семьи, пометьте опасное положение ярким лаком для ногтей. Это сделает переключатель более заметным. Теперь включаем воду. Можно холодную, а можно горячую. Во время отключения воды горячие трубы, как правило, заполняют более теплой водой, чем та, что течет из холодного крана. Эти несколько градусов могут улучшить работу водонагревателя. Ждем, пока вода полностью не заполнит прибор и не потечет из головки душа. Теперь включаем водонагреватель. Теплая вода из душа начнет течь где-то через 30 секунд. Правильное выключение также способно значительно продлить срок службы проточного водонагревателя. Конечно, если перекрыть воду, то прибор отключится сам, а после возобновления подачи воды сам включится. Но это скорее аварийное включение на случай непредвиденных обстоятельств. Постоянно прибор в таком режиме лучше не эксплуатировать. Выключать водонагреватель надо в обратной последовательности. Сначала выключаем прибор. Дожидаемся, пока вся горячая вода стечет и из головки душа польется холодная. И только после этого выключаем воду. Для экономии электроэнергии во время мытья целесообразно выключать прибор, пока теплая вода вам не нужна, например, во время намыливания. Но даже если вдруг прибор выйдет из строя, его всегда можно заменить на любой другой, ведь никаких специфических дырок мы не сверлили, плитку не портили и трубы не резали.